Эту удивительную историю рассказал мне лесник Сергей. Дело было зимой, лесник Сергей Савельев обходил на лыжах свой участок. Эх, хорошо в лесу зимой, красиво. Деревья застыли в кружевах, как невесты. Снег падает медленно, хрупкие снежинки кружатся в тишине, как будто вальсируют. Сергей с детства любил зиму больше лета. Морозец бодрит, подгоняет. Вдруг лесник увидел следы на снегу, большие, косолапые. Угораздило же кому-то медведя разбудить. Теперь в лесу покоя не будет от шатуна. Придется завтра с утра в район сообщать, чтобы охотников и туристов предупредили. Шатун будет по лесу до весны бродить в поисках пропитания. Сергей уже прикидывал, что, наверное, нужно подкормить медведя. Все это быстро пролетело в голове лесника, нужно было поскорее убираться подальше от медвежьих следов. Медведь по снегу ходит медленно, он не приспособлен добывать себе пищу зимой, но голодный очень злой, догонит, а там спасения нет. Медведь сразу за голову хватает и не церемонится с жертвой. Никуда ты от него не спрячешься в лесу. По деревьям он лазит, реакция у него молниеносная, сила недюжинная. Только навострил лесник свои лыжи в сторону дома, как услышал хрипение в кустах. Что там такое? На медведя точно не похоже. Неужели человек замерзает? Обеспокоенно подумал Сергей и полез в кусты. Перед его глазами открылось ужасающее зрелище. Видно было, что кто-то здесь дрался насмерть. Весь снег был залит кровью. Лесник прошел дальше и заметил тело мертвого волка, а рядом с самцом лежала волчица. Она-то и хрипела, потому что еще была жива и дышала. Сергей осмотрелся. Следы шатуна он заметил сразу. Похоже, дрались за косулю, которую, скорее всего, добыли волки. Медведь убил волка, отобрал у волчицы козу и пошел в лес обедать. Мишка может пообедать и вернуться, пронеслось в голове Сергея. Волчицу он не мог оставить умирать здесь. Не мог Сергей так поступить с живым существом, тем более, волков он с детства уважал за ум и порядочность. Медведь прошелся волчице своим мощным когтем по ноге, но важных артерий, кажется, задето не было. Сергей связал волчице лапы и пасть, чтобы она не прикусила его невзначай, взвалил раненую на плечи и потащил домой. «Зачем ты ее в дом притащил?» Всплеснула жена София руками, «Неси в сарай». Рассердилась, подумал про жену Сергей. Но София, бросив все домашние дела, уже спешила в сарай с аптечкой, бинтами и тряпками. Жена Сергея была фельдшером, но умела лечить и животных. Через час рана волчицы была промыта, зашита, а сама волчица спала после того, как София ввела ей наркоз. Сергей перенес волчицу в вольер, где раньше жил его старый, охотничий пес Тимур. «Буду звать тебя Тамара, уж больно у тебя лицо кавказское, прямо, как у девушки из поэмы Лермонтова «Демон», — ухмыльнулся Сергей. Тамара начала выздоравливать. Сперва она пыталась рычать на своих спасителей, но София щелкнула ее по носу и прикрикнула: «Это что еще здесь за рыки такие? В лесу у себя будешь рычать, а здесь тихо лежи». И волчица притихла, отлеживалась, отъедалась мясом, которым щедро подкармливал ее Сергей. А Софья каждый день приносила волчице козье молоко. «Слушай, а Тамара-то наша беременная», — как-то сказала жена Сергею. И тут лесник сразу заметил, как округлились бока волчицы. Родила Тамара 2 волчат. Приручать Сергей их не стал. Подождал, пока подрастут немного, и открыл вольер волчьему семейству. «Все, Тамара, иди в лес», — сказал он волчице. Волчица недоверчиво посмотрела на него, потом поднялась и пошла к выходу. Подросшие волчата потрусили за мамашей. Они втроем пошли по тропинке, а Сергей и София стояли и смотрели им вслед. Вдруг Тамара остановилась, вернулась, подошла сперва к Софии и лизнула ее руку. Потом подошла к Сергею, прижалась серым боком и тоже лизнула его руку. София прослезилась. «Иди уже, подлиза», — сказала она строго волчице, смахивая слезы со щек. Сергей наклонился к Тамаре и поцеловал ее в затылок. «Беги, моя красавица, удачи тебе», — шепнул он волчице и подтолкнул ее коленкой под зад. Тамара вильнула хвостом, в последний раз посмотрела на людей, вылечивших ее, и побежала в лес. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.